Добрый день, друзья! Я немножко затянула с пересадками своих орхидей, купленных еще весной и летом. И наросли Сёма, давай ты пойдешь к папе туда ближе, а цветы трогать не будешь. Не мешай. Цветы, купленные еще весной и летом, прошло очень большое время, почти полгода, и они не пересажены, и начали выпускать цветоносы. Но, кстати, кто-то мне задавал такой вопрос, можно ли пересадить орхидею, когда она выпустила цветонос. Да, можно. Смотрите, у орхидеи есть раскукленные корни. Вот за это время вырос даже вот такой огромный корень. И вот он, цветонос. Вот появился цветонос. Можно и нужно пересадить. Кстати, вот название этой орхидеи. Если я правильно читаю, по-моему, это Джиллион. Сёма. Все, не мешай. Поэтому сейчас мы с вами разберем, посмотрим, какие корни у нее есть в горшке. Что-то, может быть, нужно убрать, что-то мы оставим. Конечно, растущие корни мы обязательно оставим, поместим их в горшок. Да что ж сегодня такое? Одному хочется играть, другому хочется мешать. Но самое главное, когда вы пересаживали такую орхидею с цветоносом, ее надо поставить в то же место, в каком она и стояла. Ничего ей не поменять по освещению. Тогда цветонос продолжит свой рост, и мы обязательно увидим цветение такой орхидеи. Ну что, давайте разбирать. Так, помощник удаляется в сторону. И попробуем извлечь орхидею из горшка. Смотрим, что внизу. Внизу сухие корни, они нам не помешают. Нажимаем на горшок в пустых местах. Орхидею я 2 дня назад поливала, поэтому корни у нее не сухие. А мы знаем, что сухие корни очень ломкие, а вот такие влажные зеленые, они более мягкие и податливые. Ну что, попробуем. Ну вот, все прекрасно. Орхидея очень хорошо выходит из горшка. Хочу обратить ваше внимание, вот на листике есть, казалось бы, липкие пятна. Это не вредители, это гутация, которая сейчас присутствует на орхидее. Больше нигде. Вот еще одно пятнышко. Так как я руками дотронулась, я это все размазала. Это не вредители. Это важно. Убираем старый грунт. Вот видите, какие корни проросли за это время. Грунт влажный, хорошо убирается. Сейчас дойдем до торфяного стакана очень быстро. Если он есть. Ну, у GMP наверняка есть. Очень редкий случай, когда у GMP нет торфяного стакана. Да. Есть, вот он там внутри. Так, сегодня всем хочется играться, и Сёме тоже. У всех хорошее настроение. Поэтому все кусочки коры или керамзитинки у нас
как игрушки. Ричи, Рич. Ричи Фо. Один играет на столе, другой носом залазит в горшок и достает оттуда керамзительники. Ну, я вам как-то рассказывала, что Ричи очень нравится именно в момент, когда происходит съемка, именно в этот момент доставать керамзит из горшочка. В другое время он этим никогда не занимается. А вот сейчас, когда я что-то рассказываю, обязательно нужно мешать, обязательно нужно грызть этот керамзит и ходить по горшочкам и доставать керамзит из горшочка. Освобождаем торфяной стакан, убираем его такими кусочками, я его отщипываю и убираю. А вот сразу половинка у нас такая вот отлетела. Ну, прекрасно. Там, где был торфяной стакан, все корни, почти вот тут один какой-то, это он плотный, вот я его сейчас беру пинцетом, он плотный. Ни один корень не пропал. Да, они желтенькие там, да, они не зеленые, потому что им не хватало света. Не то, что не хватало, не было света вообще. Но, вот обратите внимание, сейчас будет хорошо видно. Все корни не раскукленные, но живые. А когда пересажу, вполне возможно, что от этих живых корней пойдут и новые молодые корни. Вот в таком состоянии я пойду все корни орхидеи промою под проточной водой. А Ричи там все равно безобразнится. Ричи, не надо нюхать цветы, не надо ничего там доставать. Рич, нельзя. Нельзя. Идем за водой. Иди, я тебе покажу, какой-то у нас безобразник. Вот такой безобразник, которому очень хочется залезть во все горшочки. Ой, а там Сёма играется палочкой, поэтому мы все внимание тоже ему. Все, пошли цветочки промывать. Да. Сёма. А, Сёма. Почему ты хулиганишь? Вот смотри, как хорошо спит Демочка. Улегся сзади на полочку и спит. Да. А вы хулиганье. Что один, что второй. Ричи, бессовестный ты. Зачем ты таскаешь керамзит? После того, как я промыла корни, мы с вами очень хорошо видим, есть растущие корни. Все корни хорошие, даже обрезать нечего. Вот все корни хорошие. Немного нужно, там, где был торфяной стакан, вот на основании орхидеи убрать вот этих черных ворсинок-волосинок от торфяного стакана. Нашла единственный сухой кончик корня. Вот он малюсенький. Я его обрезаю. Вот эти старые стволики, они сухие, цветущие, цветоносы. Их тоже можно убрать, даже можно не обрабатывать, потому что здесь все сухое. И с этой стороны постараюсь аккуратно его убрать, потому что здесь растет цветонос. Надо не повредить цветонос. И тоже он сухой, он нам не нужен, мы его тоже убираем.
И все, что возможно, какие-то маленькие кусочки от торфяного стакана остались, я тоже пинцетом зачищаю. Нет, ни одного корня не буду обрезать. Берем двойной горшок. Как всегда, мои самые любимые простые посадки. Что в этой орхидее может необычного быть? Вот этот длинный корень, который вырос новый. Причем, смотрите, на старом корне выросло два вот таких корешка. Вот этот корень надо постараться поместить в горшок, что я сейчас аккуратно и сделаю, и постараться его не сломать. Этот, понятно, хорошо поместится. Вы знаете, и тот, который самый длинный, я его, пока промывала орхидею, хорошо намочила водой. И вот он прекрасно лег в горшок, не сломался. Поэтому все отлично. Вот этот корень, который смотрит вверх и кажется воздушным, я его тоже намочила в воде и тоже аккуратно опускаю в горшок. Орхидея сама прекрасно встала по центру горшка. Можно немножко закрутить по часовой стрелке или против часовой стрелки саму орхидею, чтобы она села глубже, и засыпать. Вот все, вот в таком виде сейчас я ее засыплю чистым промытым керамзитом. Как всегда, все быстро и просто. Самое большое количество вопросов – это как поливать орхидею. Я никогда никого не уговариваю сажать орхидеи только в керамзит. Пожалуйста, используйте тот грунт, тот субстрат, в котором вам удобно поливать, удобно ухаживать, с которым вы привыкли работать. Ведь самое главное не в субстрате, не в том, где посажена и в чем посажена орхидея, а самое главное – это полив орхидеи. Вот я после такой посадки, корни мокрые, керамзит влажный, даю возможность орхидеи очень хорошо просохнуть. Но всегда не забывайте о том, что внешние корни просыхают быстрее. А внутри, будь то кора, будь то керамзит, все равно нужно дать 2-3 дня дополнительной просушки, чтобы просохли те корни, которые находятся внутри, которые мы с вами не видим. И вот от этих корней чаще и зависит здоровье орхидеи. Потому что если вы все время их будете заливать, они обязательно сгниют. Ну, обязательно, потому что они не могут быть мокрыми все время. Поэтому по мере просушки корней я осуществляю полив орхидеи. Поливаю замачиванием. Не раз уже рассказывала, что вот так на 2 пальчика ниже грунта, не горшка, а именно грунта. Заливаю воду, даю постоять полчаса, в зависимости от просушки корней, но от получаса до часа.
Потому что в керамзите вся вода стечет. В керамзит не набирает воду. В нем не остается эта влага. В коре нельзя давать час стоять орхидеи, потому что кора будет просыхать потом больше месяца. И у вас будут очень редкие поливы, а за этот месяц сгниют корни обязательно. А если еще будет холодно, а сейчас мы готовимся к зиме, все равно будет прохладно, и подоконники станут прохладные. Поэтому вот от этого могут сгнить корни. Так что в коре мы замачиваем не более 15 минут, если у вас тепло в квартире, и делаем полив проливом, даже по краю горшка, если у вас очень прохладно в квартире. И обязательно всю воду с коры сливаем. А в керамзите можно дать постоять орхидеи, и полчаса ничего с ней не случится, главное потом воду слить. Вот так я осуществляю полив. И еще раз напоминаю, что если у вас орхидея с цветоносом и вы ее пересаживаете, обязательно не меняйте ей освещение. Поставьте в то же самое место. И желательно в то же положение по отношению к свету. Будем делать с вами еще пересадки. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.